Друзья, всем привет! Возможно, немного ветрено. Прямо сейчас мы вместе с Ваней Червинским и всей нашей командой едем в школу 140. Именно там располагается музей Алии Молдогуловой. Но перед тем, как начать работу там, я решил навестить памятник Алии Молдогуловой, который был открыт относительно недавно, в 2019 году. Я присутствовал, собственно, на открытии этого памятника. Те, кто не видел, обязательно посмотреть этот выпуск. Алия по-прежнему стоит. Давайте я вам ее покажу. Я думаю, в метрах 500 находится та школа, где располагается музей Алии Молдогуловой, куда мы сейчас и направляемся. Друзья, мы уже совсем близко. Большеохтинский, 35, корпус 1. Собственно, вот он, Большеохтинский проспект. И, обратите внимание, дом 18. Именно в этом замечательном здании находится школа номер 140. Сегодня мы будем снимать об этом репортаж. Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Эхо Петербурга. Сегодня потрясающий солнечный день. В преддверии дня рождения Алии Молдогуловой, которая будет 25 октября, мы приехали в школу под номером 140. Наш визит запланирован неспроста. Дело в том, что именно в этой школе находится музей Алии Молдогуловой. И прямо сейчас мы с Иваном отправимся на небольшую экскурсию. Вань, готов? Я готов. Suları suyup ösken Esin gülün kuşakka Şıyıp ösken Şıyıp ösken Şıyıp ösken Akku kustun beni Valasınday solunsa sıcastıkta Köyün geçken, köyün geçken, köyün geçken Aliya Badır gazesin Allah'ına Aru gazesin Kalgan
наконец-то вновь начались уроки, большая перемена закончена, и мы, Владимира Николаевича, это заведующий, да, музея Алии Молдоголовой, немножечко решили выключить из учебного процесса, чтобы задать ему несколько вопросов. Прямо сейчас мы находимся, собственно, в самом музее. Он очень, скажем так, небольшой, но очень компактный, и в нем много экспонатов, в том числе были экспонаты, привезенные с места боя Алии Молдоголовой, где она героически погибла. Ну а сейчас буквально побеседуем в нашем традиционном стиле. Владимир Николаевич, вот мы сейчас находимся в музее Алии Молдоголовой. Скажите, как часто здесь проходят занятия и вот вообще какой общеобразовательный процесс проходит там в этом кабинете? Часто ли здесь бывают дети? Да, постоянно. Вот сейчас вот как раз будет юбилей Алии Молдоголовой. Будет у нас экскурсии, дети будут проводить, я буду проводить. Часто встречаем гостей. Другие школы приходят из нашего района Красногвардейского. Угу. И из Казахстана регулярно приезжают школьники целыми классами, с удовольствием посещают наш музей. Со многими мы дружим, неоднократно встречаемся. Это здорово. А мы встретили в коридоре парня, который прям очень хорошо был ознакомлен. Это говорит о том, что вот ваш кабинет и то, чем вы занимаетесь, очень хорошо работает. У меня к вам такой небольшой вопрос, чисто такой человеческий интерес. Мы сюда приехали снимать сюжет про Алию Молдоголову. Хочу узнать, знаете ли вы, кто это такая, потому что музей именно этой женщины находится в вашей школе. Конечно, знаю. Можете поделиться информацией? Герой Советского Союза. Она родилась в Казахстане, потом приехали в Петербург к дяде, потом ее сдали в детский дом. Вот это отличник, ребят. Я отличник, в прошлом году я вел экскурсию в музей. Спасибо большое. Это очень приятно, что вы знаете историю героев Советского Союза. Он нам прям все рассказал, да? И что, да, мне понравилось, я спросил, откуда ты это знаешь? Он говорит, а я сам проводил урок по этой теме. То есть, я так понимаю, да, именно им дается какое-то задание, чтобы они готовили материалы, потом сами, как педагоги, выступали. Да. И старшеклассники в начальной школе еще проводят экскурсии, рассказы, уроки. А вы вот сказали, что в вашей школе в этом году исполняется 120 лет, правильно? Да. И... Вся история школы нашей связана с районом Охта. Это собирались праздновать тогда юбилей Охты, основания Петром Первым. И управа охтинская решила две вещи сделать. Серебряный венок на могилу Петра в Петропавловской крепости положить, и один из самых красивых венков там было 17. И в каком-то из музеев сейчас, там на самом памятнике нет. И открыть школу имени Петра Великого. Вот 120 лет назад ее открыли в здании в районе гостиницы Охтинская, Конторской. Сейчас мы в другом здании находимся. Да. Ну, несколько раз менялось название, стала Советская трудовая школа, 9-я школа, 140-я школа. Ну и поскольку учителя, ученики, вот преемственность просматривается, вот мы ведем свой отчет вот четырехклассного училища имени Петра Великого. И получается, экспонаты тоже, да, переезжали из школы? Да. То есть они... Музей вначале был открыт в первом здании. Министерство обороны прислало телеграмму школе, что вот ваша ученица, герой Советского Союза, и с того времени, это конец 40-х годов был, вначале создали уголок Алии Молдоголовой, еще работали учителя, которые ее знали хорошо, а потом в 60-е годы целый музей был создан. И вот как раз тогда и ездили по местам, связанных с жизнью, подвигом Алии Молдоголовой, экспедиции из наших школьников и учителей. В архивах были, в военкоматах были, на месте сражения последнего подвига были. Ее снайперскую пару нашли, ее командира нашли, встречались с ними неоднократно. И познакомились с другими выпускницами школы снайперов, которые регулярно к нам потом приезжали в школу. А вот скажите такой вопрос. Вы говорите, что очень часто приезжают, в том числе из Казахстана, да, сюда с визитами. А люди, которые приезжают из Казахстана, они больше привозят или что-то увозят из музея? Вообще, вот они могут что-то дополнить каким-то образом музей? Ну, вот какие-то еще экспонаты привезти или какую-то информацию интересную? Пожалуйста. Вот портрет свежий. Ага. Да, во время открытия памятника. Это вот совсем недавно, получается. 9 мая.
И вот наверху вот этот стенд, вот 2 подарка нам. То есть, в принципе, музей постоянно пополняется Пополняется, новыми да. экспонатами. Здорово. А увозят, наверное, просто информацию. Вряд ли кто-то разрешит. Ну, экспонаты мы не раздаем. Но конечно. вдруг посчитает нужным, что у нас тоже должен такой экспонат. Ну, это, знаете, что я могу сказать, что это классно, то, что вот молодежь знакомится с такими личностями, потому что у каждого молодого, мне кажется, школьника, и у него должна быть ответственность перед предыдущим поколением, Конечно. чтобы он старался тоже как-то оправдать вот вклад этих людей в маленькие вот эти вот жизни. Ну, и тем более близко, что это была ученица нашей школы. Это как-то вот сближает, получается, с подвигом наших учеников. Вот, хорошую тему затронули. Мы как раз обещали вам рассказать о том, кто такой Димаш Кудайберген. Как ни странно, это тоже казах. Почему я спросил, знаете вы его или нет. Сейчас этот молодой исполнитель, он музыкант, певец, набирает колоссальный оборот вообще во всем мире. У него уникальный голос. Сейчас он уже полностью покорил всю Азию. И в Америке 10 декабря у него состоится концерт. А в Петербурге 29 ноября. В Петербурге он состоится 29-го. Также он уже 2 зала собрал в Москве. И в чем уникальность этого певца, что его любят во всем мире. Вот, то есть какой-то новый феномен, который мы сейчас вот, активно изучаем, в том числе вот нашей командой творческой «Эхо Петербурга». И, кстати, я хочу дополнить, что благодаря ему в Америке, в других странах, в Африке, в Китае, по всему миру поют на русском языке, потому что один из его мировых хитов, это, например, там несколько песен: «Любовь, похожая на сон», «Любовь уставших лебедей» и «Грешная страсть». Это песни на русском языке, это суперхиты у него, и очень много людей со всего мира благодаря ему изучают русский язык. И не только русский, и казахский. Почему? Потому что у него много песен и на казахском языке, и вот сейчас люди специально приезжают из Америки жить в Казахстан, чтобы узнавать культуру Казахстана. И вот само Министерство образования, вообще Республики Казахстан, хотели его даже к награде представить за вклад в развитие вообще популяризации Казахстана. Поэтому детишки убегали на урок музыки. В Казахстане, кстати, он уже в учебниках, ему 25 лет. Его уже внесли, да, в список учебников. Вернее, не в список, а в программу, в образовательную программу. А в Китае уже тоже изучают... На хоре, вот в Китае свой там хор есть, такой урок сольфеджио, и они там изучают песни тоже и поют. Почему мы затронули эту тему? Потому что он тоже из Актюбинской области, собственно, родом откуда и Алия Молдагулова. Так что 2 казаха, один герой Советского Союза, другой теперь современного Казахстана. Ну что, я предлагаю на этом нашу беседу закончить. Спасибо большое, что уделили нам время. Спасибо вам. Шолпан шулыцыдыңса, шоқтай шарақ, көз алмаймыз көргеннен, тоқтай қалып, тоқтай қалып, тоқтай қалып. Туған жердің күзінде мәңгілікке тұрғын сенің жүрегің, оттай жаным, оттай жаным, оттай жаным. Здравствуйте, ребята. Так, Каржа, пожалуйста, достань учебника свои. Ой, я немножечко после звонка зашел. Здравствуйте, ребята. Как дела, как настроение? Мы буквально на пару минут хотим заснять ваши светлые, мудрые лица, молодое поколение. Я вот закончил школу в 2005 году. С тех самых пор я вообще не был в стенах школы, так получилось. Поэтому мне очень сегодня приятно и интересно посмотреть, что же за молодежь учится сегодня, в 2019 году. И приехали мы сюда, чтобы снять небольшой сюжет о герое Советского Союза Алие Молдагуловой. Ребят, знаете ли вы, кто это такая?
Скажите, это... Видите, я только начинаю и сразу Рожков, он все знает. Да. Рожков все Да, знает. я тогда не Рожков. Раяков. А Рожков тоже все знает. Вот это совпадение. Ребят, она была снайпером, правильно? Да. Она где родилась? В России. В России или в Казахстане? Казахстан. Молодцы. А Казахстан это большая страна? Да. Большая? Ну, относительно. А у нее вообще есть граница с Россией или нет? Да, она граничит с Россией. Большая граница или маленькая? Большая южная граница. Это самая большая вообще граница с территории России. Республика Казахстан. Знаете ли вы столицу Казахстана? Так? Либо сейчас там поменялось, сейчас. Как вот. Близко. Я знаю, там поменяли. Нур-Султан. Нур-Султан, правильно. Очень сильно вопросами вас мучить не буду. Это было прекрасное посещение музея Алии Молдагуловой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до встречи в следующем видео. Пока. Пока.